Дорогие зрители, вы на развлекательном канале. Спасибо, кто зашел на мой канал. Я всем вам рада. Наталья Соболев, Израиль. В Израиле наступила уже весна и зацвел миндаль. Сегодня я расскажу про миндаль и покажу, как цветет алоэ в Израиле. Загадаю новую загадку. Она прилетела прямо с неба. Вы увидите прекрасные виды на гору Табор, Фагор называют ее. Я жду ваших ответов и комментариев на загадку, что мы приготовили в шаббат. Ай, какие красивые цветочки! И пчелы собирают мед. Миндаль – это кустарник или небольшое дерево рода слива. Миндаль часто причисляют к орехам, хотя на самом деле это косточковый плод. По форме и величине плод миндаля похож на персиковую косточку. В дикой природе встречается в Северной Америке, на Кавказе, в Западном Тянь-Шане, Афганистане, Малой Азии, в Иране. Живет дерево до 100 лет. Человеком используется 3 вида миндаля. Миндаль горький. Горький миндаль ядовит. Содержит ядовитый цианистый водород или синильную кислоту. Есть миндаль хрупкий, с плодами, имеющими сладкие семена, и тонкую хрупкую скорлупу. Еще миндаль сладкий, со сладким семенем и незначительным содержанием амигдалина. Миндаль известен человеку с древности. Во II веке до нашей эры его выращивали в Древнем Риме как культурное растение. Родиной миндаля считается Кавказ и Северная Африка. Происхождение сладкого миндаля греки связывают с легендой о любви Филиды и Димофонда. Во время длительной разлуки девушка от горя превратилась в миндальное дерево. А происхождение горького миндаля связывают с трагической смертью дочери Мидаса. Дерево горького миндаля выросло на том месте, где, узнав о смерти своего мужа, она ударом кинжала пронзила свое сердце. О пользе миндаля известно давно. Он является богатым источником витаминов и минералов, положительно действует на сердечно-сосудистую систему, нормализует обмен веществ и улучшает зрение. Употребление миндаля способствует выработке полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте, которые улучшают пищеварение. Орехи – хороший источник белка, что очень важно для вегетарианцев. В миндале содержатся минералы, магний, цинк и железо, витамины В и Е, натуральные антиоксиданты, помогающие борьбе с сердечными заболеваниями. Миндаль также хороший источник кальция. А как же употребляют миндаль? Миндаль можно употреблять как отдельное блюдо, с солью или сахаром, медом. Этот орех прекрасно подходит для украшения десертов, придания пикантного вкуса салатам, отваренным или обжаренным овощам. Молотый миндаль используется в выпечке и для придания густоты супам, соусам. Миндаль традиционно добавляется в марципан. Горький миндаль содержит много эфирных масел. Он придает блюдам неповторимый миндальный аромат, улучшает их вкус. Интересно, а используют миндаль в медицине? В медицине миндаль используется при гинекологических заболеваниях, болезнях желудка, почек, заболеваниях верхних дыхательных путей. Калорийность миндаля 609 калорий. Это очень много. Пищевая ценность – белки 18 грамм, жиры 53, углеводы 13. Зеленый неспелый миндаль – одно из любимейших лакомств на Востоке и в странах Средиземноморья. Зеленый миндаль собирают через месяц после цветения дерева. На этой стадии плоды чуть кисловатые, горьковатые, сладковатые и все сразу, поэтому они такие вкусные. Специалисты рекомендуют съедать 30 грамм миндаля в день для снижения плохого уровня холестерина, жира в области живота и бедер. Вред миндаля – он аллергенный продукт. Поэтому людям, у которых есть склонность
к аллергической реакции, нужно с осторожностью обращаться с этим орехом, следить за его дозировкой. Аллергия проявляется болями в животе, диареей, рвотой, головокружением и заложенностью носа. Также не следует переедать миндаль, потому что орех калорийный. От переедания также может появляться метеоризм, диарея и даже головная боль. Срок годности миндаля 6 месяцев. Миндаль предотвращает раннее старение. Цинк укрепляет иммунную систему и репродуктивную функцию состояния сперматозоидов у мужчин. Горстка миндаля после еды отобьет тягу к привычному десерту. Миндальное масло можно использовать только в косметических целях. Оно улучшает состояние кожи и волос. В миндале много магния, а с его помощью можно понизить артериальное давление. Моя информация ознакомительная и не несет ответственности, только имеет познавательный характер. Все рецепты по применению можно получить у врача. А вот так в Израиле цветет алоэ древовидное. В простонаречии столетник – это вечно зеленое растение. Имеет широкое медицинское применение, а также культивируется как декоративное комнатное растение. В качестве лекарственного растения алоэ был известен еще в Древнем Египте, где его использовали для бальзамирования. Деревце или кустарник вырастает от 2 до 10 метров высотой. 10 метров? Ну, я такое еще не видела. Но, может, кто-то и поставит такое видео. Произрастает растение в полупустынных и пустынных районах, на каменистых почвах, среди кустарников. Используются листья и получаемый из них сабул, сгущенный сок. Препараты алоэ оказывают слабительное, желчегонное действие, обладают выраженным противовоспалительным, противоожоговым свойством, усиливают секрецию пищевых желез, улучшают аппетит и пищеварение. Оказывают действие против многих микробов, стафилококков, дифтерийной, брюшно-тифозной и дизентерийной палочек. Диапазон применения препаратов алоэ в медицине очень широк. Растение широко распространено в комнатной культуре, цветет в зимние месяцы, но нерегулярно, при этом семян обычно не образует. А вот и загадка, которая сейчас прямо прилетела с неба. Что это? Что это? Я увеличила даже. Скажите, как правильно называется эта вещь? Кто ответит правильно? Как называется эта вещь, которая летает? Я посмотрю у этого канала 5 видео. Дорогие мои зрители, пишите ответы в комментарии. Это ведь есть шанс на победу. А сейчас я нахожусь в Израиле, в Афуле, на горе Геват-а-Море. Эта гора покрыта лесом, и на одной из площадок я фотографирую красивые виды горы Тавор. Эту гору еще называют Фавор. Высота горы Тавор 588 метров. Находится в восточной части Израильской долины, в Нижней Галилее, 9 километров к юго-востоку от Назарета, от Нацерета, в Израиле. Эта гора является визитной карточкой нашего города Афула. Гора эта насыпная, и землю брали, где построен город сейчас Афула.
Для чего нужно было строить, когда рядом столько много холмов? Это загадка для ученых. Израиль – удивительная страна с потрясающей историей и богатой культурой, где находится множество памятных и интересных мест. На вершине горы Тавор расположены два действующих монастыря – православный и католический. Каждый из них полагает, что построен на месте преображения Господня Иисуса Христа. Если внимательно почитать Библию, упоминания об этой горе можно найти как на страницах Нового, так и Ветхого Завета. Название горы Фавор встречается в книгах Иисуса Навина, пророка Еремии и Судей. В церковном предании прочно утвердилась уверенность в том, что это чудо произошло именно здесь. Хотя ни одно Евангелие не дает точного названия горы, на которую поднялся Иисус с 3 учениками. Многие современные ученые и богословы склоняются к мысли, что евангельское событие имело место на другой горе – Хермон. Тем не менее, официально принято считать, что это чудо произошло именно на горе Фавор. Как повествует Евангелие, Христос явил здесь 3 ученикам свою божественную сущность. Его лицо, одежды стали блестящими, словно солнечный свет, такими, что Петр, Яков и Иоанн просто не смогли смотреть на Иисуса. Тогда же появились на небе 2 пророка времен Ветхого Завета – Моисей и Илья. Они беседовали с Христом о страданиях, которые ему вскоре предстояло перенести. Ученики были настолько поражены тем, что происходило перед их взорами, что они в один момент даже упали на землю, чтобы не видеть страшного чуда. И тогда на место, где происходило это событие, снизошло облако, из которого раздался голос самого Бога. Каким бы ни было предположение ученых, но тот факт, что ежегодно 19 августа появляется благодатное облако на горе Фавор, а не на горе Хермон, возможно, это и есть доказательство того, что эти события имели место быть именно тут. 19 августа, когда в Израиле жара и нет дождей у нас летом, вы только представьте, на горе Фавор есть облако и идет маленький дождь. Каждый год в день преображения к этому месту стекаются сотни православных паломников и туристов из разных стран. Здесь можно встретить русских, украинцев, греков, болгар, грузин, людей, стремящихся стать свидетелями чуда на горе Фавор, которое можно наблюдать тут в этот день ежегодно. Одно и то же событие каждый год происходит схождение облака. Это явление, которое наука растолковать не в силах. Представьте, над толпами верующих появляется светлое облачко, которое увеличивается в размерах, постепенно опускается на молящихся людей. Ощутить на себе такое проявление божественной благодати стремятся все христиане. Посетить гору Фавор – мечта не только верующих. Попасть сюда стремятся большинство людей, интересующихся культурой и историей. И это стоит того. Один раз, оказавшись здесь, забыть это место больше невозможно. Одна из знаменитых святынь этого места – икона «Неувидаемый цвет». На ней изображена Богородица с младенцем, держащая в руке цветущую ветвь. Эта икона сильно отличается от тех изображений, которые мы привыкли видеть в наших местных храмах. Образ Богородицы не имеет ярких красок,
а напечатан он на простой газетной бумаге. В свое время икону выловили из моря арабские ребятишки. Она была аккуратно свернута и запечатана в бутылку. Откуда она приплыла, никто не знает. Однако помощь, исходящая от иконы неувидаемый цвет, словно магнитом притягивает сюда верующих людей. Если вы будете в Израиле, не забудьте посетить город Афула. И это святое место, гору Фавор. Сейчас я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до свидания. Я жду ваши комментарии. До новых встреч!